Попали на необитаемый остров немец, американец и русский. Сделали невод, поймали золотую рыбку. Рыбка говорит: «Отпустите, а я каждому по 3 желания исполню». Немец говорит: «Хочу счет в банке, Мерседес и верни меня домой». Американец говорит: «Хочу большой дом, жену верную и верни меня домой». А русский говорит: «Хочу ящик водки, ящик закуски и верни всех моих друзей обратно». Мэр города не только пообещал построить новую церковь, но и, сняв рубашку, тут же на собственной груди показал, как будут выглядеть ее купола. Встретились 3 подружки после курортного сезона и рассказывают, кто как гулял. Мне попался партийный руководитель. Первый день отдохнули, а потом весь месяц упрашивал, чтобы никому не рассказала. Мне попался КГБшник. Весь месяц выяснял про меня и моих родственников. И только на последний день мы отдохнули с ним. А мне попался простой слесарь с завода. Он меня весь месяц петрушил без передышки, а потом вышел на балкон и как заорёт: «Ого, да тут еще и море есть!» Зашли в ресторан 5 мужчин – русский, немец, француз, китаец и еврей. Все заказали кофе, и у каждого в чашке плавала муха. Русский кофе выпил, а муху выбросил. Немец кофе вылил и послал официанта куда подальше. Француз вылил кофе на голову официанту и бросил в него мухой. Китаец выпил кофе и съел муху. А еврей кофе выпил и муху продал китайцу. Ковбой влетает в бар с кольтом в руке и кричит: «Я хочу знать, кто из вас спал с моей сестрой». Молчание, потом из дальнего угла бара раздается: «На всех у тебя патронов не хватит». В медицинском институте на лекции по кексологии преподаватель обращается к студентам. «Так, молодые люди, кто сколько знает пост для занятия любовью?» Откуда-то с галерки мужской голос: 50. «Я знаю, что вы там на галерке все знаете, а мы вот поинтересуемся у девушки с первого ряда». «Одну». «Какую?» Девушка краснеет. «Ну, женщина лежит на спине, раздвинув ноги, мужчина лежит на ней сверху». С задних рядов тот же мужской голос: 51. Сидит русский и пьет самогонку, закусывает огурчиком соленым. Подходит к нему китаец и спрашивает у русского: «Ты выпьешь стакан водки, а потом?» «Я выпью стакан и одним огурчиком закушу». «А 2?» «2 выпью, 2 огурчиками закушу». «А 100?» «Ой, я так много огурцов не съем». Возвращаюсь я как-то с корпоратива, и вдруг сзади крики: «Стоять, стоять!» «Да ну, а ты что?» «Какое там стоять? Я и полз-то с большим трудом». Последняя неделя перед Пасхой. Поезд, купе. В купе 2. Грузин и украинка. Поезд тронулся, грузин достал из своего чемодана цыпленка табака, шашлык, лаваш, хачапури, мацони, кинзмараули, множество всякой зелени и фруктов и приглашает украинку разделить с ним трапезу. «Угощайся, дорогой!» Украинка, скромно опустив глаза и сжимая в руках свой узелок, ему отвечает: «Дякую, але я зараз не можу, в мене великий піст». «Слушай, дорогой, большой пиструн, маленький пиструн, кушать все равно надо». Жена говорит мужу: «Я вот была сегодня на выставке котов, какие там красавцы. Я, конечно, нашего люблю, но он по сравнению с ними такое». «Как я тебя понимаю, я ведь недавно телеконкурс «Мисс Вселенной» смотрел». Назовите 3 лучших качества вашего мужа. Ну, не знаю. Может быть, он добрый? Да нет. Может быть, умный? Скорее, добрый. Может быть, он хороший любовник? Точно, он добрый. Ловит мужик такси в Нью-Йорке. Сколько будет до автобусной станции? $6. А багаж? Багаж бесплатно. Отлично. Завези багаж, а я туда сам приеду. Жена говорит мужу: «Почему ты всегда оставляешь свои носки в гостиной, спальне, кухне, ванной? Ты ведь говорила, что семья должна быть единым целым, и ты хочешь, чтобы я всегда был рядом. Так вот, мое присутствие теперь везде». Новый русский приезжает в Вену, останавливается в лучшей гостинице. В гостиничном ресторане заказывает роскошный обед, но затрудняется выбрать десерт. «Может, апельсиновое желе?» – подсказывает официант. «Неси». «Капучино?» «Неси». «А может, шарлотку?» «Шарлотку?» – с интересом спрашивает новый русский. «Можно. Пускай идет прямо ко мне в номер».
Приходит мужик в универмаг и видит такую картину. Еще один покупатель кричит: «Что это такое? Я купил здесь колбасу, и моя теща ей отравилась». «Мужик, ты лучше, чем скандал устраивать, мне бы сказал, в каком отделе ты эту колбасу покупал». Мужик разбудил жену среди ночи и сует ей стакан воды и 2 таблетки аспирина. «Жена, ты чего это?» «Да вот таблетки тебе от головной боли». «Но у меня не болит голова». Муж, снимая труханы. «Ага, попалась». «Привет, как дела?» «Все отлично. Вот недавно свою девушку бросил и нанял домработницу». «Зачем? У тебя же бесплатно было». «Ну, как сказать. Раньше я терял больше половины зарплаты, и дома все равно был бардак. А сейчас я теряю всего 10% зарплаты. И дома идеальный порядок». Идет Великая Отечественная война. Все воюют. Казахи, русские, молдаване, украинцы. А узбеки не воюют. И командир роты не знает, что с ними делать. Не воюют и все кушают плов. Пьют зеленый чай. Отдыхают, короче. Тогда его зам сказал: «Давай узбекам будем давать по 10 рублей за 1 голову немца». Тут узбеки спохватились и начали воевать так, что приносили головы мешками просто. Ну, день приносят, 2, неделя, месяц. А деньги у ротного кончаются, и он узбекам говорит: «Слышь, узбеки, давай мы будем брать головы по 7 рублей, а то деньги кончаются». «Нет, мы сами по 7 у партизан покупаем». Заяц со скунсом напились так, что у них память отшибла. Стоят друг напротив друга, ничего не понимают. Кто они? «Давай сделаем так. Ты мне опишешь мою внешность, а я тебе твою. Так и догадаемся, кто мы». «Давай. Ты белый, пушистый, с большими ушами, постоянно прыгаешь». «А, я заяц, а ты такой черный, волосатый, с белой полосой посредине и сильно воняешь. Ну, судя по всему, я задница». Молодожены приехали в Париж. Супруг спрашивает: «Пойдем сейчас в гостиницу или сначала поднимемся на Эйфелеву башню?» Молодая жена, не задумываясь, прошептала: «Сначала в гостиницу. Эйфелевая башня будет и завтра стоять». Приехав из командировки, мужик составляет авансовый отчет. В одну из граф отчета записывает: «Женщины 500». Главбух не пропускает отчет, утверждая, что такая статья расхода не предусмотрена. В следующий раз вы можете списать эту сумму на проведение каких-нибудь работ, например, на забивание гвоздей. Следующий авансовый отчет выглядел так: забивание гвоздей 500, ремонт молотка 5000. К Ржевскому на балу подходит молодой корнет и говорит: «Поручик, про вас рассказывают невероятные вещи, будто вы можете посмотреть на женщину и определить, берет ли она в рот». «Ха, конечно могу». «Тогда скажите, вон та дама у окна берет в рот?» «Конечно берет. А вон та и та берет». «Фантастика! Поручик, вы должны поделиться секретом». «Да какой там секрет? Вон, видишь, баба стоит». «Ну, вижу. Рот у нее есть?» «Есть. Значит, берет». Мужик собирается остановиться на ночь в гостинице, но примерно через час он прибегает к администратору отеля и начинает орать: «Я не понимаю, что это за гостиница, черт возьми! У вас что-то случилось? Что у меня случилось? А вот что у меня случилось в вашей дыре. Когда я вошел к себе в номер, меня там уже поджидал какой-то тип с револьвером. Затем он приставил пистолет мне к виску и сказал: быстро наклоняйся и снимай штаны, если не хочешь, чтобы я разнес твою башку по всему номеру». «Не может быть! Какой ужас!» – воскликнул администратор. «И что вы, простите, сделали?» Постоялец, весь покрасневший от злости, переходит на рев. Вон удила, он еще и спрашивает: «Ты что, слышал выстрел?» Полицейский останавливает нарушителя, который значительно превысил скорость. «Но, сэр, я могу все объяснить», – восклицает водитель. «Объяснишь все моему шефу, а пока посидишь в камере». «Но я хочу сказать...» «Молчать». Через несколько часов полицейский заходит в камеру к нарушителю и говорит: «Тебе повезло, шеф сейчас на свадьбе у своей дочери. Когда он приедет, то будет в хорошем настроении». Не будет, я жених». Вечер. Село. Встречаются два соседа, один другому: «Вань, у тебя лошадь курит?» «Ты чего, совсем?» «Конечно нет». «Ну, тогда у тебя там конюшня горит».
Идут Петька с Василием Ивановичем по пустыне, и вдруг Василия Ивановича одолевает каменный стояк. Никаких сил нет. Он смотрит на Петьку и говорит: «Знаешь, Петька, в этой пустыне опасная птица живет, мозгоклюй называется, налетает на людей и мозги выклевывает. А как от него защититься?» Да легко. Увидишь мозгоклюя, суй голову в песок, как страус. Идут дальше. Вдруг Василий Иванович как крикнет: «Петька, мозгоклюй летит!» Петька зарыл голову в песок, а Василий Иванович спустил с него штаны и давай тарабанить в задницу. Чпокает его, а Петька про себя приговаривает злорадно: «Клюй, клюй, мозгоклюй, все равно до мозгов не доклюешься». Купила бабка козу, а та с каждым днем дает все меньше и меньше молока. Ну, пошла бабка к ветеринару. Через полчаса осмотра ветеринар выходит из кабинета и говорит: «Да, козел, конечно, потрепанный, но жить будет». Муж просыпается с ужасной головной болью и спрашивает жену: «Дорогая, я вчера сильно перебрал». «Ну, если считать, что ты пытался засунуть ключи от дома в холодильник, а потом писал с балкона на прохожих, думаю, да». Молодая жена обращается к мужу, пришедшему с работы. «У меня для тебя великолепная новость. Скоро в этом доме нас будет 3. «О, дорогая, я чувствую себя самым счастливым человеком на свете». «Я рада, что ты так счастлив, потому что завтра к нам переедет моя мама». В маршрутке молодая дама пытается покормить ребенка грудью. «Кушай, а то дяде отдам». Ребенок немного пососал и выплюнул. Мама опять: «Кушай, а то дяде отдам». Рядом мужик: «Вы уж определитесь, 3-ю остановку из-за вас проезжаю». Мужчина заходит в аптеку и спрашивает презервативы. Аптекарь показывает ему разные варианты. «У нас есть белые, серые и с рисунком Микки Мауса». Мужчина размышляет: белый – это слишком обычно, Микки Маус – это что-то детское. Выбрал серый. Несмотря на презерватив, его жена забеременела и через 9 месяцев родила серого ребенка. Он подрос и однажды спрашивает: «Папа, ты белый, мама белая, а почему я серый?» Отец отвечает: «Радуйся, что ты не Микки Маус». Пиратский корабль захватил мирно пасущееся судно. Пассажиров расставили вдоль борта. Капитан с похмелья: «Баб за борт, мужиков шпилить». «Как же так, мужиков же не шпилят!» Завозмущались бабы. «Шпилят, шпилят, еще как шпилят!» Хором ответили мужики. Прибегает к маме дочь в слезах. Хомячок умер. Мама говорит: «Ничего, папа гроб изготовит, дед крест сколотит, бабушка кружевное покрывало сошьет, поминки организуем, шоколад, лимонад, стол ломиться от самых вкусных блюд будет». Тут хомяк проснулся. Девочка заплакала. «Мама, хомяк же живой, что плачешь?» «Мамочка, можно я его задушу?» Разговаривают два приятеля. «Скоро у тебя золотая свадьба. Ты уже решил, что подаришь жене? Помнится, на серебряную свадьбу я отвез ее в Гималаи. Может быть, съездить и привезти ее обратно?» В купе сидят два агента налоговой инспекции, молодой и пожилой. Молодой все время печально вздыхает. Пожилой спрашивает, в чем причина. «Быть нынче агентом ужасно тяжело». «Почему?» «Тебя все унижают, оскорбляют, а ты должен при этом сидеть тихо, как сливка в компоте». «Вы меня удивляете. Я, к примеру, агентом работаю уже 30 лет. Не раз меня выбрасывали за двери, били, обливали помоями, но, клянусь, никогда не оскорбляли». Жили во дворе два приятеля, Иванов и Рабинович. Пришло время, забрали Иванова в армию, танковые войска, а Рабинович по зрению откосил. Приходит Иванов назад, бравый, весь в значках. Смотрит, Рабинович во дворе новенький «Жигуль» тряпочкой протирает. «Это ты что, машину купил?» «Ну купил. Ты только не завидуй. Ты вон целых 2 года на танке катался. Я же не завидую». Знаменитая кинозвезда ужинает с известным режиссером. «Скажите», – спрашивает она, – «вы собираетесь снимать какой-нибудь фильм?» «Нет», – отвечает режиссер, – «теперь я буду писать мемуары». «Правда? В таком случае снимите руку с моего колена». Сидят в столовой 3 офицера.
Танкист, ракетчик и летчик. Спорят, чьи врачи лучше. Танкист. Вот у нас был случай. Танк на танкодроме заехал в газовую зону. Все люки автоматически задраиваются. Командир танка не успел спрятаться внутрь. Люком отсекло 3 пальца. Наши врачи собрали пальчики в целлофановый пакетик со льдом. Пострадавшего доставили в медпункт. Пришили пальчики. Сейчас офицер служит. Честь отдает. Ракетчик. Это мелочи. Вот у нас был случай. Шел офицер по площадке. Вдруг открылась шахта под ногами. И он туда. А в это время из шахты стартовала ракета. Но его пополам. Наши врачи половинки тела собрали в целлофановые мешки со льдом, притащили в медпункт, сшили. Сейчас офицер служит, честь отдает. Летчик. Банальные истории. Вот у нас был случай. Летчик выполнял вираж на истребителе и врезался в скалу. Искали неделю. Нашли задницу и язык. Наши врачи сложили найденное в целлофановый пакет. Принесли в медпункт. Сшили. Сейчас у нас в части замполитом служит. Акционерная страховая компания отказалась выплатить гражданину Петрову страховку за сгоревший дачный домик. «Мы не выдаем страховку деньгами», – объяснили ему. «Мы тебе построим точно такой же домик». «Спасибо», – обрадовался Петров и задумался. «Но коль у вас такие порядки, я завтра приду расторгнуть 2 других договора». «Каких? Я у вас страховал жизнь моей жены и тещи». Молодой охотник спрашивает у старого: «Скажи, старик, а ты с каким ружьем на медведя ходишь?» «Так зачем оно мне? Я без него хожу». «А это как?» «В общем, подходишь к берлоге, берешь большой ствол дерева, суешь его туда и начинаешь шебуршить. А когда медведь вылезет из берлоги, берешь с земли какаху в руки и в глаза ему, в глаза». «А где эту какаху взять?» «Не боись, сынок, как только медведь зарычит, какаха сразу появится». Самолет вырулил на взлет, вдруг остановился и вернулся обратно на стоянку. Прошло не меньше часа, пока самолет все же взлетел. Один из пассажиров спросил стюардессу, в чем была причина задержки. «Пилота обеспокоил звук, доносящийся от правого двигателя», – ответила она. «О, всего за час вы нашли и устранили неисправность?» «Нет, потребовался почти час, пока нашли другого пилота». Рассказали как-то Машке подруге, что у конюха хозяйство аж до колен. Но решила она это проверить. Дело подходит к ночи. Лежит конюх в сарае, отдыхает после работы. Вдруг к нему заходит Машка, снимает с себя платье и тихо спрашивает: «А вы не хотите меня отлюбить?» Ну, конюх без лишних слов сразу к делу. Лежит в итоге Машка без эмоций, а конюх пыхтит как может, а она бормочет: «Ох, девки, ох, натрындели мне натрындели». Ресторан. Поздний вечер, переходящий в утро. За стойкой сонный бармен. Посетители уже все разошлись. Только за одним столиком сидят 2 никакущих мужика. Вдруг один из них вскидывает голову, пристально смотрит на второго. «Слушай, что-то мне твоя рожа знакомая. Ты часом не в Воронеже родился?» «В Воронеже? Во блин, а в каком году?» «В 61-м. Ух ты! И я в Воронеже, и в 61-м. А в каком роддоме?» «Во 2-м. И я во 2-м. А в какую школу ты ходил?» «37-ю. Во блин, и я в 37-ю». В этот момент в зал входит хозяин кабака и подходит к бармену. «Ну что, Дим, как дела? Все в порядке?» «Да все как обычно. Вон близнецы опять друг друга узнать не могут». Сидят 2 привлекательных дамочки на скамейке. Одна: «Я собаку хочу», другая: «А я грузина». Подходит грузин и говорит: «Девушки, гав-гав». Василий Иванович, Петька и Анка убегают от белых, забежали в избу. Куда прятаться? Василий Иванович залез в ящик из-под бутылок, Анка в бочку из-под квашеной капусты, Петька в мешок из-под картошки. Заходят белые, начинают искать. Стукнули ногой по ящику от бутылок. День-день, ясно. Бутылки. Стукнули ногой по бочке. Буль-буль, ясно. Квашеная капуста. Стукнули ногой по мешку. Ничего. Сильнее стукнули. Ничего. Со всего размаху, бам, оттуда. Да картошка я, картошка. Вот, Вован, этим летом поеду в отпуск на необитаемый остров. 5 лет там не был.
А жене такая идея понравится? Еще как понравится. Она, небось, там за эти годы так по мне соскучилась. Молодожены. Муж взял отпуск, целыми днями делает ремонт. Вечером приходит молодая жена, садится в туалете. Потом обнаруживается, что сиденье было покрашено и отклеиться она не может. Крики, слезы, муж отвинчивает стульчак. Жена с кругом на заднице плюхается животом на диван с криком «Зови скорее врача, дурень!». Приходит врач. Муж показывает ему на лежащую с голым задом жену. Вот видите, что у нас? Врач. Прелестно. Бесподобно. Но рамку я бы заменил. Журналист берет интервью у отставного капитана. Итак, капитан, вспомните, какую вам пришлось пережить самую страшную бурю в своей жизни. Старый морской волк после некоторого раздумья. Я думаю, что это случилось тогда, когда я плюнул на кухне, которую только что вымыла моя жена. Было у царя 3 дочери, и настала им пора выходить замуж, и сказал им царь: «Вот каждой по платочку, пусть каждая из вас взойдет на башню и бросит свой платочек. Где он упадет, там и ждет владелицу судьба». Взошла на башню старшая дочь. Бросила платочек, упал платочек на боярский двор. Ну хорошо, боярыней будет, сыграли свадьбу. Затем средняя платочек с башни бросила, упал платочек на купеческий двор. Тоже неплохо, купчихой будет. Отгуляли свадьбу. И вот лезет на башню младшая. Платочек бросила, подхватил ветер платочек и в лес унес. Идет дочь ищет платочек, вышла на болото, а там сидит здоровый лягух и во рту платочек держит. Ну, младшая обрадовалась, думает, поцелую, принц будет. Подходит к лягуху, целует, 0 эмоций. Еще раз целует, опять то же самое. В 3-й раз от всей души целует. И тут, о чудо, молвит лягух человеческим голосом: «Сосать, только сосать, заколдованный пипец». Построили звери в лесу туалет, а верх застеклили. На следующий день стекло разбито. Лев, как царь, собрал всех и говорит: «Кто разбил стекло?» Выходит заяц и говорит: «Я захожу, а там медведь. Схватил меня, вытер зад и выкинул». Ну, велел лев застеклить верх. На другой день опять разбито. Лев снова устраивает собрание. Кто на этот раз разбил стекло? Выходит ежик и говорит: «Я захожу, а там медведь. Схватил меня, вытер зад и сам выпрыгнул». Сидит за столом армянская семья. Отец, мать и дочь. И с ними Чукча в костюме от Версачи, галстук от Диора. Чукча: «Выдайте за меня свою дочь». Отец: дорогой, я тебя, конечно, очень уважаю, но понимаешь, у нас в народе такие строгие традиции, я не могу брать в семью Чукчу. Соседи смеяться будут». «Но я же не так просто, я с собой $100 000 привез». «Нет, извини, но не могу». $150 000. «Нет, и не проси». «Ну ладно, 500 000. Тут подходит мать: «Послушай, Якоб, а он на японца ну очень похож». Рота проходит на лыжах вблизи села. Один солдат просит командира отпустить его хоть на 2 часа. У него там жена, а в армию его забрали через 2 дня после свадьбы. Возвращается он назад. Солдаты спрашивают: «Ну вот пришел ты. Что было первое?» «Интим», краснеет солдат. «А второе?» «Опять интим». «Ну а третье?» «Опять интим». «Да нет, лыжи снял». Поймала старуха золотую рыбку в море, а та ей говорит: «Отпусти меня, я исполню 3 любых твоих желания». Старуха: «Хочу дворец хрустальный». «Хорошо». И вырастает на месте бабкиной лачуги хрустальный дворец. «Хочу, — говорит старуха, — стать молодой красавицей». «Сделаю», — отвечает рыбка. И стала старуха красавицей-брюнеткой с голубыми глазами, с пышной грудью и так далее. Оглядывается старуха и думает: чего еще пожелать?
и говорит рыбке: «Видишь того кота? Пусть он превратится в прекрасного юношу, который бы меня обожал и был бы моим любовником. Сделаю!» И превратился кот в 2-метрового красавца-брюнета с длинными волосами и черными глазами. Подходит юноша к бабке и говорит: «Ну что, старуха, теперь ты пожалеешь о том, что 2 года назад меня кастрировала». Мужик попадает в ад. Ему говорят: «Ты не сильно согрешил, поэтому мы разрешаем выбрать себе пытку самостоятельно». Проходит в первую комнату, а там жарят людей на сковороде. Ему не подходит, и он уходит. Во второй комнате иголки под кожу вставляют. Это тоже больно, говорит он и уходит. В третьей комнате стоят мужики по колено в навозе и курят. Вот это по мне. Хоть и воняет, но, наверное, лучшего нет. Встает в какахи, достает сигарету, закуривает. И тут ему: «Все, ребята, перекур окончен, доедаем». Стоит мужик, справляет малую нужду в подъезде. Подходит женщина лет за 40 и говорит: «Извините, у меня мужа 2 года уже нет. Можно хоть потрогать?» «Ну ладно, держите». Женщина опять: «Ой, какой большой. А может, разрешите из-за шары подержать? Ну, пожалуйста». «Ну, берите». Схватившись за оба шара, женщина со страшной силой дергает их в разные стороны и кричит: «Больше ссать в подъезде не будешь». Не хотела золотая рыбка выполнять желание ни в какую, и только когда золотую рыбку уже вываляли в муке перед жаркой, она согласилась вернуть бабке и новое корыто, и дворянство, и трон царский, и выполнить еще пару желаний. Звонит мне жена. Кот пришел, сел на клавиатуру ноутбука, и он погас. Я, понимая, что, наверное, нажалась комбинация переключения экранов, сначала попытался объяснить, какие значки на клавиатуре надо искать. Потом понял, что долго это, и сказал, что приду вечером посмотрю. Перезванивает. «Вечно ты всем помогаешь, а мне не можешь. Все, сама все починила, без тебя». «Как?» «На клавиатуру опять кота посадила, все заработало». В публичный дом приходит клиент, с ним уходит девушка. Через минуту выбегает с криком: «Уберите это от меня!» Отправили другую. Та вылетает и тоже орёт: «Я больше туда не зайду!» Хозяйка решила пойти к этому клиенту и выяснить, что там такое. Через некоторое время выходит и говорит: «Девочки, вы что? Ну какая это змея? Ему просто по концу молотом случайно ударили». «Блин, тебе мама на обед дает столько деньжищ, а мою не проведешь. Она звонит в школьную столовку и узнает, почем обед. Моя тоже звонит и спрашивает, почем у вас обед. А как же ты ее постоянно дуришь? Только 1 раз обманул. Она у меня номер школьной столовой спросила, а я ей телефон ресторана дал». Закрываются двери у мужика под носом, автобус спокойно трогается с остановки, а мужик во всю мощь бегом. На следующей остановке весь автобус говорит мужику: «Ну ты и кадр, мы чуть не усались со смеху. Зачем ты бежал за автобусом? Следующий бы подождал». «Да потому что он мне дверцами яйки прищемил». Не волнуйтесь, операция аппендицита одна из самых простых. Больной в ужасе с угрозой своему здоровью срывается со стола и несется к выходу. Его останавливает какой-то врач клиники. Но ведь медсестра сказала правду. «Доктор, но говорила это она не мне, а хирургу». Звонит по телефону один грузин своему брату и слышит: «Гиви, у нас вчера произошло несчастье. Брат, вчера наш отец полез на дерево собирать яблоки». «Ну?» «Гиви, случилось страшное. Он упал с этой чертовой яблони, Гиви. В общем, Гиви, мы потеряли отца». Длительное молчание на обоих концах провода. Затем Гиви, сообразив: «Слушай, Вахтанг, а вы под деревом смотрели?» На сцене чревовещатель с плюшевой уткой на руке. Утка раскрывает рот. А сейчас еще один анекдот про прапорщиков. В зале поднимается прапорщик. «Ну хватит, надоело. Делают из нас дураков». Чревовещатель весь красный начинает извиняться. Прапорщик: «Так, ты помолчи, я пока с уткой говорю».
Говорит король китайцу, немцу и русскому: кто построит туалет, который моей дочке понравится, тому я ее в жены отдам, и полцарства в придачу. Строит китаец, золотом выкладывает, брюликами украшает. Заходит в туалет принцесса. Нет, не понравился. Строит немец, серебром выкладывает, да алмазами украшает. Заходит принцесса. Нет. Строит русский, доски прибивает, да газетками заклеивает. Заходит принцесса. Нет ее час, два, сутки. Забеспокоился король. Постучал в туалет и спрашивает: «Дочка, ты там как?» «Сейчас, папа. Последнюю газетку дочитаю и выхожу». Вчера с мадам одной гуляли, бродячий пес напал на нас. Я убежал от этой твари, увы, собака не спаслась. Посадили 3 индейцев в тюрьму за то, что прибили кабана в зоопарке. Первый день. Сын вождя по имени Сильные Руки хотел разогнуть решетку. Второй день. Второй сын вождя по имени Прыгун хотел перепрыгнуть стену. И только на 3-й день вождь Зоркий Глаз заметил, что в тюрьме не было 4-й стены. Жена рожает рыжего ребенка и умоляет акушера что-нибудь придумать, так как в роду рыжих не было. Врач вызывает мужа и спрашивает: «Кек с женой как часто?» «Ну, раз в 2 месяца». «Ну вот и полюбуйся, что ты своим ржавым болтом наделал». В районной гостинице у иностранца пропали туфли. Он через переводчика общается с горничной. Иностранец: «Вы не брали мою обувь?» Переводчик. Он спрашивает, не брали ли вы его обувь. Горничная: «Очень она мне нужна». Она говорит, что ваши туфли ей нужны. Тогда пусть заплатит. Он говорит, чтобы вы заплатили за его туфли. «Здрасте, я ваша тетя». Она говорит, что она ваша тетя. Тогда пусть заплатит половину. Он хочет, чтобы вы заплатили хотя бы половину. А хрена он не хочет. Она предлагает вам расплатиться овощами. Сидят русский, украинец и грузин. Русский: «Сейчас бы чаю с булочкой, да на печку з дурочкой». Украинец: «Зараз бы сало з ветчинкой, та у садочок з дівчинкой». Грузин: «Сейчас бы вина с шашлыком, и в горы с ишако». «Нет, один пойду». Девушка устраивается продавцом в магазин. Руководство ей объясняет: когда продаешь товар, продавай что-нибудь сопутствующее. Например, если покупают шампанское, предложи еще коробку конфет. Тут приходит покупательница и просит пачку прокладок. Продавщица не растерялась: «А купите еще средства для мытья окон. Один фиг, 4 дня тарабанить никто не будет». Померла благонравная монашка Маргарита и попала по ошибке в ад. Звонит в ужасе святому Петру: «Святой Петр, произошла ужасная ошибка. Не может быть, чтобы меня действительно направили в ад». Святой Петр обещает помочь и удаляется. Проходит день, и ничего не меняется. Маргарита опять звонит: «Святой Петр, на завтра здесь запланирована отвратительная оргия. Посещение обязательно для всех. Вытащите меня». Святой Петр божится, что все сделает, но за ворохом дел забывает. Через день телефонный звонок. Он с ужасом поднимает трубку и слышит: «Петруха, это Марго. Ну, ты там того, не парься особо». Молодой черт попал на работу в ад. Ходит он, осматривается и видит: один котел охраняет куча чертей, а у другого никого нет. Удивился, пошел за разъяснениями к начальству. «Понимаешь, в одном котле сидят евреи. Один начнет вылезать, его остальные подсаживают. Так они все и вылезают. А в другом котле сидят русские. Один полезет, его все остальные за ноги тянут обратно». Крокодил Гена и Чебурашка стоят на крыше многоэтажного дома. Внизу они увидели какую-то коричневую лепешку. Гена говорит: «Давай посмотрим, что это?» Чебурашка спустился вниз на лифте, а Гена решил спрыгнуть. Смотрит Чебурашка, лежат 2 лепешки. Он задирает голову, думая, что Гена наверху, и кричит: «Ген, Ген, какую лепешку поднять, коричневую или зеленую?» Студент решил подработать. Товарищи посоветовали ему устроиться ночным сторожем или дворником. Он пошел в одно место, там места заняты. Пошел в другое, тоже. Пришел в зоопарк, но там ему сказали, что и сторож, и дворник есть. И предложили: «У нас недавно померла обезьяна, вы бы могли ее заменить».
«Не знаю, смогу ли», – сомневается студент. «А вы спортом занимались?» «Занимался. Шкура у нас есть, и платить будем больше, чем сторожу или дворнику». Ну, студент согласился. Вот сидит он в клетке, лазает, рожи посетителям строит, на кольцах крутится, посетители довольны. Вечером, когда посетителей уже стало мало, он спрыгнул на пол, но неудачно, и провалился в клетку, стоявшую под той, в которой он находился. Видит, прямо на него идет лев. Ну, студент думает, зря я согласился, даже за такие деньги. А лев подходит и говорит человеческим голосом: «Привет, ты с какого факультета?» Собрались русский, немец, американец. Им дали задание – выпить ящик водки, пойти в лес пожать лапу медведю и отлюбить туземку. Американец выпил бутылку водки и ушел на тот свет. Немец выпил ящик водки, ушел в лес и не вернулся. Русский выпил ящик водки, ушел в лес. Приходит весь избитый, живого места нет. Говорит: «Ну, где-то туземка, которой я должен пожать лапу». Александр Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт присутствуют на параде на Красной площади. «Слушай, Юлий», – говорит Александр Македонский, – «если бы у меня были такие танки, я был бы непобедимым полководцем». «Если бы у меня были такие самолеты, – говорит Юлий Цезарь, – никогда бы не пала Великая Римская империя». «Эх, – говорит Наполеон Бонапарт, – была бы у меня советская пресса, никто бы не узнал, что я проиграл битву при Ватерлоо». Пограничная река. С одной стороны русская, с другой украинская граница. И случилось так, что украинский Иван-пограничник спас жизнь русскому коллеге. Ну и русский, дабы отблагодарить его, приготовил на берегу женщину и кричит на другой берег: «Иван, плыви сюда, и я дам тебе то, что ты очень хотел и не видел полгода». Иван сразу бац в воду, плывет со скоростью моторной лодки, приговаривая: «Сало, сало, сало». Приехали японцы на экскурсию на завод. После экскурсии проводится пресс-конференция. Вопрос: «А что вам у нас более всего понравилось?» «Дети». «Да нет, я про завод говорю». «Да нет, все равно дети». «Ну а как же наши новые цеха, станки?» «Нет, вы знаете, все-таки дети». «Но почему?» «Понимаете, все, что вы делаете руками, очень плохо получается». Летит поп в самолете, стюардесса развозит напитки, спрашивает: «А вам, батюшка, чего налить?» «А на какой высоте летим?» 3000 метров. «Ну, тогда коньячку рюмочку налей, дочь моя». Через час стюардесса опять развозит напитки. «Ну что, батюшка, еще коньячку?» «А сейчас на какой высоте летим, дочь моя?» 5000 метров. «Ну, налей, дочь моя». Еще через час: «Ну, батюшка, что пить будем?» «А сейчас на какой высоте летим?» 10 000 метров. «Налей стаканчик воды, дочь моя». «Так что, батюшка, я могу вам еще коньячку налить?» «Тихо, дочь моя, начальство услышит». Поручик купил дорогие сапоги и начистил их до блеска. На балу, танцуя с дамами, Ржевский смотрит на отражение в сапогах и шокирует их заявлениями. Типа: «А у вас сегодня трусики в горошек». Танцуя с Наташей, поручик пытается провернуть тот же фокус, но падает в обморок. Его усердно откачивают. Придя в себя, Ржевский первым делом смотрит на ноги и облегченно: «Фух, а я уж думал, у меня сапоги треснули». Ржевский собирается на бал, кричит денщику: «Петька, придумай мне каламбур». «Окей». Пошел Пушкин в лес с дамами и заблудился. Они его зовут: «Пушкин, ты где?» А он отвечает: «Стою вам хуя по колено». Приходит Ржевский на бал. «Господа, новый каламбур». Народ начинает вокруг него кучковаться. Значит так: пошел Пушкин в лес с дамами, отлюбил их там и бросил. Они его зовут: «Пушкин, где ты?» А он отвечает: «А отстаньте, блин». Вечером приходит генерал домой и рассказывает жене: «Был сегодня на балу, и был там поручик Ржевский, очень остроумный молодой человек. Рассказал новый каламбур. Я дословно не запомнил, но смысл таков: сидит Гоголь на суку, всех на 3 буквы посылает». На прогулке в парке. «Мама, я писать хочу». «Тише, Вовочка, ты же большой, нельзя так говорить, кругом люди. Говори: я хочу посвистеть». «Хорошо?» «Да, очень хочу свистеть». Мама отвела Вовочку за дерево, он сделал свои дела.
Ночь, в спальню родителей приходит Вовочка и дергает спящего папу за руку. «Папа, я свистеть хочу». Папа спросонья, глядя на часы. «Вова, ты сдурел? 2 часа ночи. Но я очень хочу». Папа пытается угомонить ребенка. «Вова, мама спит, бабушка спит, все спят. Иди ты спать, а завтра вместе посвистим сколько хочешь». Вовочка, чуть ли не плача и переминаясь с ноги на ногу. «Папа, я больше не могу терпеть. Я буду прямо сейчас свистеть». Папа, переворачиваясь на бок, засыпая. «Ну хорошо, посвисти. Только давай мне на ушко и тихонько». После смерти русский и американец попали в ад. Черт спрашивает их: «В какой ад пойдете? В русский или в американский?» «А какая разница?» «В американском надо съедать каждый день по ведру помоев, а в русском по 2». Американец выбрал американский, а русский подумал: всю жизнь в России прожил, чего уж менять, через месяц встречаются. Русский спрашивает: «Ну, как у вас?» «Прекрасно. Съел с утра ведро помоев и целый день свободен. А у вас?» «А как всегда. То помоев не завезли, то ведер на всех не хватает». Один мафиози во время разборки получил ранение и лежит в постели в тяжелом состоянии. К нему подходит 10-летний сын. Отец гладит сына по голове и говорит: «Сынок, я всегда мечтал из тебя сделать хорошего человека. Слушай, что я хочу завещать тебе». Сын, прижимаясь к отцу, внимательно слушает. «Ты стань добрым человеком, честным, чтобы за порядочность тебя все уважали. Будь трудолюбивым, вежливым, уважай старших». Сын испуганно бежит к матери. «Мама, мама, отцу совсем плохо, он начал бредить». Один старик Хаттабыч спрашивает у другого: «Ты знаешь, у меня на причандале со вчерашнего дня мужик какой-то бегает, палкой машет и свистит». «Ну и что ты хотел? Ты же вчера гаишника нахрен послал». Приходит мужик к доктору и говорит: «Доктор, мне кажется, что у меня в желудке завелся паразит». Ну, сделали ему рентген, все дела. Точно, паразит. Ну, доктор и говорит: чтобы его вывести, вам нужно сесть на диету. Каждый день в течение месяца ешьте только порцию макарон с сосиской, запивайте это стаканом воды, а потом заедайте булочкой. Мужик ушел, через месяц возвращается и говорит: «Доктор, я сделал все, как вы сказали. Что теперь?» «А теперь давайте покушаем». Съели они вместе по порции макарон с сосиской, выпили по стакану воды. Доктор громко говорит: «Вот и все». Вдруг у мужика изо рта червь-паразит выглядывает и спрашивает: «А булочка?» Кандидат в президенты. Я вам обещаю, что к 2050 году в каждой семье будет свой робот-помощник. Голос из толпы. А мы до того времени доживем. Женщина-врач не может заснуть. В ней спорят совесть и разум. Совесть: нельзя спокойно спать после того, как изменила мужу. Разум: это смотря какому. Если муж вечно занят, на кекс у него не хватает времени, тут и святая изменит. Правильно, что изменила. Баю-баюшки баю. Совесть: измена измене рознь. Совокупляться с пациентом – нарушение врачебной этики. Разум: да, но вспомни Иванову из 25-й поликлиники. Она регулярно занимается любовью с пациентами. Все довольны, всем хорошо. Совесть умолкает. Женщина проваливается в сон. И вдруг совесть едким шепотом: да, но Иванова-то не ветеринар. Собрался Международный конгресс филологов. Обсуждают происхождение слова «стибрили». Выступает итальянец. Слово «стибрили» итальянского происхождения. В давние времена на реке Тибр произошел следующий случай. У одного венецианского купца украли корабль с грузом. Так родилось это слово. «Извините, коллега», обращается русский филолог. «А в городе Пиза у вас ничего не пропадало?» Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев посетил свиноферму. Фотокорреспонденты газеты «Правда» сделали снимки и наутро обсуждают, как же их подписать. Один предлагает: «Свиньи вокруг товарища Хрущева». Отклонено. Другой редактор: «Товарищ Хрущев среди свиней». Ни в коем случае. Это же генеральный секретарь. Думали. Наутро вышла газета и подпись под фото. Третий слева: «Товарищ Хрущев».
Сидят дед с бабкой зимним вечером дома. Дед говорит: «Давай, бабка, хоть разок молодость вспомним». «Давай», соглашается бабка. «Иди за околицу к сараю и жди меня, как в молодости». Дед ждет час-два, продрог насквозь, так что зуб на зуб не попадает. Вернулся злой. «Ты чего, старая, не пришла? А меня мама не пустила». Пьяный поручик Ржевский на балу выходит на середину зала, хлопает в ладоши, чтобы привлечь внимание, и заявляет: «Господа, я пошел поссать». Дамы в ужасе, гусары смущены. Наташа Ростова к нему подходит и говорит: «Поручик, нельзя же так, надо что-нибудь покультурнее. Например...» Например, я пошел смотреть на звезды. Поручик опять привлекает внимание к себе. «Господа, извините, я пошел смотреть на звезды». Через 5 минут поручик возвращается. На столе огромный торт. Поручик подходит к столу и лезет в торт рукой. Опять все в смущении. Наташа: «Поручик, ну что вы?» «Господа, не волнуйтесь, телескоп я держал другой рукой». Англичанин, американец и чукча проходят испытания на выживание. Кто больше дней продержится без еды? У каждого комната, в которой тумбочка, кровать и телефон. Англичанин позвонил через 3 дня, американец через 5 дней. Чукча молчит 10 дней, 20. Решила комиссия проверить, как там чувствует себя победитель. Заходят, видят. Сидит Чукча на коленях перед телефоном и умоляет: «Телефон, телефон, Чукча кушать хочет». Лежит молодая женщина в роддоме, только что родила. Подходит к ней акушерка. «Девушка, вы бы были поосторожнее с групповыми развлечениями». «А что такое?» «Да у вас родился африканец, рыжий, с голубыми глазами». «Да? Ну хоть не лает?» «Нет, слава богу». Корабль терпит крушение посреди океана. На обломке доски спасаются 3 мужиков. Откуда ни возьмись, плывет акула. Мужики перепугались, не знают, куда деваться. Акула подплывает и говорит: «Я оставлю в живых того, кто меня рассмешит». Первый мужик начинает кувыркаться в воде, нырять. Акуле не смешно, съела. Второй еще усерднее выделывает чудеса на воде, как дельфин делает невероятные трюки. Акуле не смешно, съела. Третий говорит: «Слышь, акула, у меня косячок завалялся. На, затянись». Акула сделала несколько затяжек. Ее поперло. Давай ржать, в воде кувыркаться. А мужик тем временем погреб от нее подальше. Через некоторое время поворачивается, а акула за ним плывет. «Мужик, слышь, ты же говорила, что если рассмешу, отпустишь». «Говорила, но на хавчик что-то пробила». На отдыхе в Турции познакомился мужик с симпатичной турчанкой. Слово за слово и дело к ночи. После шикарной ночи привез к себе на родину. Привел к гинекологу и говорит: «Проверь ее, жениться хочу». Доктор раздвигает ноги, вдруг как вскочит со стула. Мужик спрашивает: «Что, доктор, я у нее не первый? И не 5-й, и не 10-й. У нее там турецкий базар. Народу столько побывало, что не сосчитать». Диктант в школе. Учительница диктует: «Крокодил вылез из воды и лег на гальку». Леночка тянет руку: «Марья Ивановна, а слово «гальку» писать с маленькой буквы или с большой?» Учительница забеспокоилась: «Дети, кто еще написал слово «галька» с большой буквы?» Весь класс, кроме Вовочки, тянет руки. Марья Ивановна в шоке. «Вовочка, встань и объясни всем, почему галька пишется с маленькой буквы. Если она с крокодилом спит, я ее за человека не считаю». Женщина приходит в центр искусственного оплодотворения, заходит в кабинет, там сидит абсолютно голый мужик. Ей объясняют: «У нас новая методика. Ложитесь, раздвигайте ноги. Меня что, этот мужик тарабанить будет? Извините, но семя во флаконах закончилось. Можем предложить только разливное». Жили-были 3 брата, была у них корова, доили ту корову, молочко продавали, теми жили. Только вот как-то раз возьми корова и помри. Вот и пошли 3 брата по миру правды искать. Долго ли, коротко ли, но дошли они до берега морского, а сидела, надо сказать, на том берегу русалка прекрасная. Вот и говорит старший брат: «Русалка-то колдунья, попрошу-ка я ее, пусть даст нам золото, глядишь и выйдет чего». И пошел к русалке: «Дай нам золота немного, милая
Дорогая, когда Петровы купили новый диван, ты потребовала такой же. Я купил. Потом они приобрели стенку. Я залез в долги, но приобрел такую же нам. Потом они поехали в круиз по Европе, и мне пришлось работать на 3 работах, чтобы заработать на такой же тур. Скажи, что мне делать теперь? А что, они опять что-то приобрели? Нет, у Петрова новая жена. Молодой человек поступает на службу в пожарную охрану. Его представляют начальнику пожарной части. Известно ли вам, что нести нашу тяжелую службу могут только люди со здоровым сном, и чем дольше, тем лучше? Спрашивает начальник. Да. Приступим к испытаниям. Проходит 6 часов. Новобранец спит, докладывают начальнику. Он одобрительно кивает, говоря, что на рядового уже тянет. Проходит 10 часов. Это уже офицерский чин, комментирует руководитель. Через 15 часов начальник приказывает: будить немедленно. На мое место метит, подлец. Любопытный прохожий пристраивается к похоронной процессии и спрашивает у мужчины, несущего гроб: кого хороните? Тещу. А почему гроб боком держите? А когда на спину ее переворачиваем, она храпеть начинает. Дети, я ваш новый учитель. Меня зовут Анатолий Александрович. Лет мне... Угадайте, сколько мне лет? 22. Молодец, мальчик. А как догадался? Да у меня братан полудурок, ему 11. Женщина жалуется врачу. Мой муж вполне потерял интерес к любви. Врач дает ей таблетки и говорит: когда захотите, растворите 1 таблетку в супе и дайте вашему мужу, и все будет хорошо. На следующий день женщина приходит снова и говорит: спасибо, доктор, я ему с большого желания не 1, а 2 таблетки в суп бросила. То он меня просто за обедом на столе и... того. Ой, вам, наверное, было неудобно. Да, ужасно. Но мы в тот ресторан больше не пойдем. Вовочка на уроке спрашивает у учительницы: в чем разница между мужчиной и женщиной? У твоего папы какой размер ноги? 45-й. А у мамы? 36-й. Так вот, разница между ногами. Мужик заходит в кафе, садится за столик. К нему подходит официант и протягивает меню. Мужик отказывается от меню и говорит: спасибо, не надо. Принесите мне просто ложку и вилку. Официант офигевает, но приносит. Желание клиента – закон. Мужик нюхает ложку, облизывает. Затем проделывает то же самое с вилкой и заявляет: так, на первое у вас сегодня грибной суп и суп из моллюсков. Мне грибной. А на второе у вас курица и котлеты по-киевски. Мне котлеты. Официант в отпаде, но заказ, естественно, выполняет. На следующий день повторяется то же самое. Мужик облизывает ложку с вилкой и делает заказ. И так всю неделю. Наконец, официанту все это надоедает. Перед тем, как нести мужику традиционную ложку с вилкой, он подходит к поварихе Машке и просит ее засунуть приборы себе в одно место. Повариха: ты что, офигел? Да ладно, ну что тебе стоит, на секунду. Ну, в общем, сделала она все, как тот просил. Официант, радостно потирая руки и представляя, как он приколется над мужиком, тащит ему приборы. Мужик нюхает ложку, облизывает, затем проделывает то же самое с вилкой. Удивленно смотрит на официанта и спрашивает: а что, у вас Маша работает? На осмотр к гинекологу приходит стройная дама. Гинеколог только начал осматривать пациентку. Вдруг сразу возмущается: это что такое? Почему не бритая? Муж не разрешает брить. Где муж? В коридоре. Доктор приводит из коридора мужика. Это что? Мужик, долго любуясь, говорит: ну, как что? Женская интимная часть тела. Почему вы брить ей не разрешаете? Я не возражаю, пусть бреет. Доктор женщине: а вы говорили, не разрешает. Доктор, так это не мой муж.